Всем привет! Сегодня покажу, как я готовлю пасхальный венок. Еще один вкусный рецепт к празднику Пасхи. Такой венок не только очень вкусный, но еще и очень красивый. Сейчас сами все увидите. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Поехали! Для приготовления нам понадобится мука, 1 яйцо, сливочное масло для теста и начинки, сахарный песок, ряженка, молоко, соль, дрожжи, орехи и изюм. Ряженка, молоко и сливочное масло должны быть комнатной температуры. Начинаем! В первую очередь подготовим опару. Для этого смешаем теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Хорошо это перемешиваем. Все пропорции будут указаны в описании. И теперь накрываем или полотенцем, я накрываю пленкой. Главное, чтобы сюда не попадал воздух. И отправляем в теплое место где-то на 30 минут, чтобы наша опара увеличилась. Добавляем яйцо, щепотку соли и сахар. Хорошо все взбиваем. Опара готова. Хорошо все подошло. Теперь добавляем сюда яйца, взбитые с сахаром. Перемешиваем. Теперь добавим молоко. Муку добавляем частями, каждый раз хорошо перемешивая. Добавляем ряженку и хорошо опять перемешиваем. Снова добавляем часть муки. Тесто стало уже довольно густым. Сейчас поменяю насадку и буду добавлять масло. Теперь постепенно добавляем оставшуюся муку и замешиваем уже тесто, чтобы не прилипало к рукам. Проверяем тесто. Тесто не должно прилипать к рукам. Сейчас его еще немножко вымешу руками. Слегка посыпаю поверхность мукой и выкладываю тесто. Все, тесто готово. Сейчас положу его в емкость и поставлю в теплое место где-то на час, чтобы оно хорошо поднялось. Пока тесто подходит, займемся начинкой. В первую очередь заливаем изюм теплой водой на 10 минут. Пока изюм размачивается, измельчим орехи. Я уже обсушила изюм
и измельчу его в блендере так же, как и орехи. В изюм добавляем сливочное масло и тщательно перемешиваем. Все, вот так и оставляем, а орехами будем посыпать отдельно. Так, вот такое тесто уже у нас получилось. Красота, смотрите, какое воздушное. Сейчас немножечко его вымесим и будем раскатывать. Поверхность чуть-чуть притрушу мукой. И сейчас раскатаю тесто в прямоугольник, где-то шириной чуть меньше сантиметра. Я уже раскатала тесто и теперь намазываю начинку. Теперь посыпаем орехами. Теперь сворачиваем рулетик. Вот такой ровный рулетик получился. Сейчас будем его сворачивать в кольцо. Я уже переложила рулет на противень и сомкнула его в кольцо. Края тщательно проработала и сомкнула для того, чтобы в процессе запекания оно не разошлось. И теперь сделаем надрезы. Надрезы нужно делать аккуратно, не полностью разрезая, а надрезая. И теперь мы будем заворачивать эти лепестки лицом друг к другу. Аккуратненько вот так берем и выворачиваем. Вот такая красота получилась. Теперь дадим еще раз подойти тесту и уже потом будем запекать. Для того, чтобы середина осталась ровненькой, я устанавливаю тарелку и накрываю полотенчиком все. Где-то на минут 15-20. Вот так подошло тесто. И теперь нам нужно его смазать. Смазывать я буду желтком и добавила чуть-чуть молока. Чуть-чуть совсем. Сейчас я это перемешаю и буду смазывать. Вот так отправляем выпекаться в предварительно разогретую духовку до 170 градусов. Выпекать будем до красивого румяного цвета. Пасхальный венок готов. На нашем столе он всегда выглядит именно так, с пасхальными яйцами. Венок получается невероятным. Воздушное тесто с прослойками изюма и орехов – очень вкусное сочетание. У меня на сегодня все. Всех с наступающим праздником Пасхи! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, готовьте вкусно!